Ребята, всем филиппинский привет! Всем привет! Вы на канале Big Trip Vlog. Мы отдыхаем на острове Бантаян, который мы сегодня проедем с юга на север, а также посетим волшебный Virgin Island. В первый половине дня выходим с принцессой-малышкой из нашего отеля. Кстати, если вы не смотрели, мы делали обзор в прошлом выпуске, поэтому переходите, смотрите. И его удобство еще заключается в том, что совсем рядом находится лодочная станция, откуда отправляются на Virgin Island. Это самый популярный остров, который находится не так далеко, куда отправляются туристы на лодках, небольшие лодочные туры. Поэтому буквально 100 метров сейчас пройдем по пляжу и поедем на этот остров. Здесь есть импровизированная лодочная станция, некий пункт отправки всех туристов на Virgin Island. Поэтому именно здесь нужно покупать централизованный билет и отправляться уже на остров. Так, вначале заполняем небольшие данные, пишем имя, фамилию, сколько человек. Как мы уточнили, цена стоит сейчас 1200 песо за лодку. Если вы хотите еще дополнительно, у вас будет остановка на снорклинг, но это стоит еще 300 песо. Мы, наверное, обойдемся без снорклинга, да? Ну да, потому что в отзывах, просто обычный снорклинг. А вы знаете, что снорклинг на Филиппинах — это Эль-Нидо на острове Палаван, это Корон на острове Бусанга. В общем, смотрите наши прошлые выпуски. Да, мы отправляемся на Virgin Island. Ну, друзья, не зря мы заполняли эти бумаги, слушали какую-то информацию, поэтому все это вышло нам на пользу, потому что пока мы это все делали, пришла еще одна пара. И, естественно, мы друг другу предложили поделиться лодкой, так сказать, share, то есть заплатить половину от ее стоимости. Поэтому мы заплатим 600 песо, они заплатят 600 песо, и вчетвером поедем на лодке. Очень удобно получилось. Сэкономили половину суммы и вскоре отправляемся. Выдали нам капитана местного, который нас сопровождает до лодки. И мы вчетвером также идем. Максимальное время, на которое вы можете остановиться на Virgin Island, это 4 часа. То есть мы можем сами выбрать 2, 3, 4 часа, сколько хотим, только нам нужно вернуться обратно в составе той же группы, то есть вчетвером. Минут 40, наверное, мы плыли на нашей небольшой лодочке. Сейчас мы договорились о времени, когда нас заберут обратно. Мы решили провести здесь 2,5 часа, потому что все-таки путь не близкий обратно. И нам надо посетить еще другие достопримечательности сегодня. Да, и знаете, я сейчас вышла, и такое чувство, как будто здесь солнце даже ярче. Также, когда вы прибываете на этот остров, вам необходимо заплатить налог 200 песо с человека. Заплатили мы местный налог, нам надели браслетики, сказали, что включено на этом острове у вас волейбол, баскетбол, потом прыжки с трамплина, с некой скалы, сейчас мы еще доберемся до нее. Потом что здесь есть? Здесь есть ресторанчики на этом острове, беседочки, но беседочки оплачиваются отдельно, если вы хотите именно для себя беседку. Вот есть только ресторанные зоны, где вы можете перекусить. Кстати, именно здесь располагается и главный пляж на этом острове. Людей сегодня не так много. В основном местные любители пляжного отдыха. Есть небольшие палаточки с сувенирами. Интересные горшки, где растут цветы. Смотрите. Не зря, видимо, называется Virgin Island. И возлюбленные в сердечке. Очень много местных отдыхающих, которые арендуют беседки, купаются. Немножко шумно, потому что сегодня воскресенье, поэтому видим здесь много локальных туристов. Пляжи чистые, ухоженные. Кстати, сюда нельзя привозить с собой еду и напитки, но мне кажется, что очень многие все равно проводят. Конечно, потому что вижу много контейнеров. На столах много продуктов, которые с собой берут люди.
Еще очень много локаций с ракушками постоянно, они здесь везде. Везде все украшено ракушками. На самом деле, куда ни глянь, везде райское местечко. Вот еще один спуск в воду. Все хорошо здесь оборудовано, ступеньки есть. Есть много различных скамеечек каких-то. Есть небольшой монумент какому-то местному герою. Дон Хуан. Мемориальная такая доска. Как мы прочитали, это Дон Хуан, основатель данного острова. Площадь острова 31 гектар. Небольшой остров, но очень развитая инфраструктура. Здесь все продумано. И дорожки, и таблички, различные локации. Очень много красивых пляжей. Вот сейчас мы тоже с вами зашли в еще одно место, да? Клифф-джампинг. То есть, видимо, впереди как раз будет какой-то обрыв, с которого можно будет попрыгать. А так проходим мимо растений кактуса. Слева и справа они так красиво сделаны. Да, но кто-то оставляет здесь, видите, свои имена. Уж не знаю, приветствует ли данный вид искусства сам кактус, потому что все-таки они это все дело вырезают, видимо. Сейчас мы дошли до локации, откуда можно спрыгнуть. Есть три высоты. Вот это 3-метровая небольшая вышечка. Вот здесь метров 5, наверное. Ну, а также можно подняться еще повыше на ступеньках. И здесь уже прыгнуть с 8-метровой высоты. Сейчас мы с Томой решили разделиться. Я для начала попробую с 3 метров прыгнуть, а дальше уже ее высоты будут там 5-8. Вот это вот все нечеловеческое. Ты как, готова? Да, конечно, готова. Давай прыгать скорее. Все, я тоже готов. Сначала я прыгну с 3 метров, а дальше уж. А дальше как будет? Ну что, начало положено. Я прыгнул с 3 метров. Здесь совсем с 3 метров не страшно, конечно, прыгать. Вода, надо сказать, очень соленая. Не знаю, до этого мы купались неоднократно и на этом острове, и на других, но здесь она показалась прям очень-очень соленый. Ну а сейчас у нас, как в спорте, в основном это в тяжелой атлетике, либо прыжки с шестом, когда конкурент прыгнул с одной высоты, а ты, чтобы его обогнать, следующую высоту пропускаешь и прыгаешь еще выше. Ну вот, допустим, сейчас Тома решил с 5 метров не прыгнуть, а прыгать сразу с 8 метров. Посмотрим, что из этого выйдет. Так, делимся впечатлениями. Страшно, не страшно? Ой, да не страшно, вода соленая. Да, я уже сказал, очень соленая вода. Почему-то здесь У меня именно. прям даже глаза очень сильно щипят. Но с другой стороны, за счет того, что она соленая, она очень быстро выталкивает из воды. Вроде ты только нырнул, а уже все на суше. Но вы не подумайте, я сюда не для того, чтобы прыгать. Я для того, чтобы посмотреть вниз и сделать еще одно видео, как Том отсюда прыгает. Да, это, конечно, никуда не годится. 8 метров, конечно, высоковато. Вот 3 метра, 5 метров самое то, но 8. Я не знаю, мне без разницы, хоть с 3 метров прыгать, хоть с 10, хоть с 15. Все равно же в воде окажешься холодный. Да. Но главное правильно сгруппироваться, ручки, так сказать, вытянуть, все в струночку. Вот мы небольшой инструктаж. Ну, если то, подписчики тебя научат под нашим самым популярным видео. Да, нет, на самом деле я просто больше теоретик, видите, я вот теорию хорошо знаю, как надо, да, но самому не. А я больше практик, но делаю все неправильно, но зато делаю. Ну, вы все видели сами. Мы, конечно, тоже так можем, но пропустим. Нам еще надо наслаждаться этим островом, гулять здесь, да, поэтому а Томочке пожелаем здоровья. Покидаем локацию прыжков со скалы. Нам она понравилась, потому что здесь есть и спасатель, который также регулирует ваши действия, говорит, когда можно, нельзя прыгнуть, ну, в общем, следит за всем. Плюс каждый сможет выбрать здесь себе высоту по вкусу. Как произрастают кокосовые пальмы, они растут прямо из кокоса, его корни в самом кокосе. Это молоденькая пальма. Здесь уже чуть-чуть постарше мы видим. Видите, кокос уже крепче сидит в самой земле. И стебель пальмы гораздо выше. Затем из такой пальмы
получается еще больше и выше. Не знаю возраст точный. Ну и совсем большая пальма. Это уже в обычном представлении, которое мы видим в азиатских странах, в Южной Америке. Вернулись мы обратно к пляжам. Здесь, получается, есть один центральный пляж, который располагается чуть слева, находится он вот здесь. Там побольше людей. Ну и здесь тоже по песочку можно дойти и в это место. Такое яркое солнце, из-за того, что белый песок, мне кажется, сильно отражение идет, и из-за этого, не знаю, здесь и жарче как-то, и не знаю, в общем, здесь рай красивый. Да, это правда. И людей немного. Люди в основном где-то в беседках скрыты, еще где-то в ресторанчиках. Ну и в той части пляжа, вот видите. Мы расположились под интересным деревом, как всегда украшенным ракушками. Здесь расстелили парео в тенечке, людей нету. Скоро пойдем купаться. Наверное, один из самых лучших пляжей, не только на этом острове, но и в принципе на Филиппинах, хотя мы еще не были на Боракае, который считается столицей самых лучших пляжей, потому что дно очень приятное, песочек такой крупный, но приятный, водичка прозрачная, очень чисто, водорослей нету, и плюс еще глубина, буквально 10-15 метров проходишь и уже глубоко, просто идеальный пляж, идеально. Я сейчас нашим зрителям рассказываю, что для меня это один из лучших пляжей, потому что здесь и песочек под ногами великолепный, водичка чистейшая, водорослей нет почти, нет какой-то грязи, плюс еще он глубокий, то есть заходишь, и глубина, ну, я не знаю, просто по всем параметрам. Да, он идеальный. Интересно на факт, что на Филиппинских островах, именно на маленьких островах, такие хорошие пляжи. То есть у нас не было еще такого, чтобы мы остановились на каком-то большом острове, и мы были так восхищены пляжем. А вот на маленьких островах это реально тема, да? И на Банана-Айленд на Палаване так было. И вот сейчас здесь, но на самом острове Бантаян тоже хороший пляж, надо отметить. Тоже хороший, да, и он тоже не очень большой остров, но здесь, конечно, еще меньше. Мы вам настоятельно рекомендуем, если когда-нибудь окажетесь на острове Бантаян, то возьмите лодочку и плывите на Virgin Island. После купания самое время подкрепиться. Манго, который был куплен на Бантаяне и привезен сюда на остров. Ножик пластиковый, поэтому как получится, так получится. Вкусный манго. Не знаю, с какого в итоге острова он привезен, потому что на Бантаяне манго не растут. Да. Но этот очень сочный и вкусный. Провели мы на этом острове чуть больше 2 часов. Сейчас идем обратно к лодке. Возвращаемся на Бантаян. Дальше через наш отель и поедем путешествовать уже по острову Бантаян. Сейчас мы доехали до места, откуда отправляются небольшие лодочки в лагуну. Вот так это выглядит. Просто местные рыбаки, небольшие рыбацкие лодочки. 100 песо с человека стоит данный трип. Минут 10 мы плыли по лагуне, нас окружали мангровые заросли. Сейчас мы высадились на
небольшой косе. Здесь также нужно заплатить 100 песо с человека, как в качестве налога за посещение данного острова, данной косы. В общем, сейчас мы здесь немножко прогуляемся, осмотримся. Также в это место прибывают туристы, которые берут экскурсию, тур по островам. Их также высаживают на этот остров. Это красивое место, чтобы посмотреть лагуну. Мы читали информацию, что раньше до лагуны можно было добраться самостоятельно, доехать на скутере, потом пройти пешком. Но сейчас мы не уверены, что есть этот маршрут. Мы выбрали более простой способ — это добраться сюда на лодке. Красивое местечко, здесь много пальм, со всех сторон водичка, можно искупаться, но сегодня немного ветрено. Оплату взимают здесь при входе, потому что это частные территории, то есть это принадлежит какому-то уже владельцу, и пляж, и мы видим, что здесь происходит строительство, возможно, скоро здесь построят резорт. Поэтому, в любом случае, это доступно по стоимости. Можно прийти сюда, порелаксировать, много гамаков, много интересных локаций, где можно сделать красивые фотографии. Но самые красивые виды открываются с дрона, поэтому давайте с вами полетаем. Сегодня на этом пляже достаточно многолюдно, много местных, которые занимают беседки на целый день, здесь что-то отмечают, слушают музыку. Но и море неспокойное, как я уже говорил, сильный ветер, поэтому волны, и с одной стороны пляжа очень много водорослей, поэтому некомфортно купаться, но можно искупаться с другой стороны. С той стороны, куда мы приплыли на лодочке, но здесь очень-очень мелко, смотрите. Здесь прям совсем маленькая территория, огорожена для купания, потому что, ну, видимо, из-за лодок, которые сюда приплывают с туристами. Но все равно немножко давайте попробуем окунуться. В основном детишки здесь плавают. Даже глубина здесь есть, наверное, 1,5 метра. Провели мы на этом пляже порядка 2 часов. Вы сразу говорите водителю, во сколько за вами приехать. На самом деле достаточно было бы, наверное, и часа-полтора, но немножко взяли по максимуму. Впечатления остались самые положительные, потому что здесь новые гамачки, лежаки. Мы видели, как персонал убирает водоросли с пляжной зоны. Скоро здесь открывается большое кафе с бассейном. В общем, инфраструктура налаживается. Ну, а сейчас мы садимся обратно в нашу лодку и плывем к берегу. До следующей достопримечательности нам ехать порядка 17 километров. Поснимаем немного дорогу. Сейчас мы по дороге остановились. Получается, выехали из нашей провинции Санта-Фе, проезжали провинцию Бантаян. И сейчас направляемся в третью провинцию со сложным названием Мадрид-Хосе, как? Мадрид-де-Хос. Мадрид-де-Хос, как так называется. Здесь всего 3 провинции, самая туристическая Санта-Фе, а мы отправляемся в нетуристическую. Но и по дороге взяли булочки в пекарне. Очень вкусные, очень вкусные. И каждая булочка всего лишь 5 песо стоит.
Рядом с этой достопримечательностью находится несколько палаток с местной едой. Также здесь делают кофе. А приехали мы в провинцию Мадридехас, в Кота-парк. Здесь находится испанский форт, который был построен в конце 18 века. Территория форта очень небольшая. Мы, конечно, не рассчитывали на какое-то гигантское сооружение, но здесь очень красиво, уютно, ухоженная территория. Но сами руины, их можно обойти буквально за минуту. Ну, хорошо, что испанским фортом это место не ограничивается. Сейчас мы направляемся к пляжу. Там есть красивый мостик. И вообще мы с вами находимся сейчас на самой северной точке острова Бантаян. Сам мостик довольно живописный, но требует реконструкции. Потому что в полу большие дырки, где-то они немножко залатаны, где-то нет. Местные жители даже купаются здесь. Вот с мостика можем наблюдать на эту картину. Подняться повыше на башню, насладиться красивым видом со смотровой площадки. Сейчас возвращаемся обратно. Сильный ветер дует, поэтому было принято решение дрон не запускать. Тем более не сказать, что здесь какие-то чумовые виды. Но местечко красивое. Но, конечно, стоит ли вам ехать с юга на север ради этого Кота-парка, решать вам. В принципе, расстояние не такое большое. Порядка 20, наверное, километров мы преодолели. Ну, сейчас будем возвращаться обратно уже и покажем вам еще одно интересное место. Наша последняя локация на сегодня — это Nature Park, то есть природный парк, который находится при отеле. Здесь есть также пещера, есть бассейны, есть какой-то пилинг рыбками, в общем, что-то еще. Вход сюда стоит 200 песо, если вы хотите все эти опции. Если вы заплатите 100 песо, то вам будет доступно лишь пройти на какую-то территорию, сделать фотографию. Наклеили нам браслет. Да, за сегодняшний день уже второй. Первый был на Virgin Island, и сейчас уже в парке. Сама территория парка зеленая. Много растений, деревьев. И первая локация, которая нам должна встретиться на пути, это пещера. Спускаемся внутрь пещеры. Дальше, я думаю, вы нас не увидите, потому что будет темно. Но внутри есть небольшой бассейн. Можно там искупаться, можно где-то немножко пройтись, прогуляться. То есть пещерка не совсем маленькая. Видимо, поскольку мы поздно приехали, людей в пещере сейчас совсем нет. Ни одного человека, кроме нас. Не очень удобный вход для купания, имею в виду. Ну, водичка тепленькая. Судя по отзывам, многим эта пещера нравится больше, чем та, в которой мы были с вами вчера, Актон Кейв. Но лично я голосую за прошлую, потому что хоть она была и чуть меньше, но там как-то удобно сделаны и ступеньки, спуск в воду, и освещается она получше. Ну, в общем, в любом случае, неплохо посетить оба эти места. Вот так правильно называется это место. Бантаян Island Nature Park and Resort. Сейчас идем по дорожке, видим какую-то рассаду здесь, выращивают растения. Что-то интересное делают. Good afternoon. Сейчас мы пришли в зону, где находятся бассейны. Их здесь даже два, и есть горка, с которой можно съехать. Правда, мы читали не очень лестные отзывы об этой горке. Поэтому, наверное, не будем
на ней спускаться, но бассейн выглядит шикарно. Решили спуститься еще немного пониже, проходим мимо бара, ресторана. Домики здесь есть. Уже у этого резорта как раз мы их проходим. Какой-то спортивный зал. В общем, потихоньку спускаемся к морю. Беседки. Красивый пляж здесь нет. Есть вот такой скалистый обрыв. Вот так это все выглядит. Возможно, вот отсюда можно немного в море прыгнуть, покупаться. Вот, но какого-то белоснежного пляжа мы здесь не видим. Лично для нас это место, конечно, проигрывает тому, где мы были вчера. Актон Кейв, тоже при резорте. Классное место, но здесь не так впечатляет, да? Ну, просто как-то еще более ухоженно. У тебя есть да, территория там гораздо вместе, лучше. Получается, и пещера, и бассейн, и пляжная пляж зона, очень красивая территория, да. И там все так выращивают, эти деревья, ухаживают. Но, кстати, вот с этого пляжа, ты то посмотри, мы видим Virgin Island и ту вышку, с которой мы прыгали. Вон, видишь, белая? Да, здорово, правда. Здесь открывается вид на Virgin Island, где мы с вами сегодня были, вот там. Пляжа мы здесь не нашли, но нашли наконец-то Fish Spa. Еще одно развлечение, которое предлагается туристам, пришедшим в этот парк. Ну ты смотри, сейчас я отпущу свои ножки, и они ко мне все бросятся. Я надеюсь, по крайней мере. Да не будет никого, нет, здесь шляпа. Эй, ребята! Шляпа! Привет! Да, ничего не происходит. Просто Том сидит и полощет ножки. Пошло дело. Да, 2-3 рыбки. Нет, смотри, все ко мне подплыли. В любом случае, это Fish Spa, конечно, ну такое себе. Видно, что это место более локальное. Здесь и музыка играет такая, знаете, туристическая, локальная, какая-то громкая, бомбилова. Вот, плюс здесь из туристов только местные жители. В общем, если выбирать, конечно, Актонг резорт и этот Nature Park, то, конечно же, если у вас есть возможность посетить только одно место, то обязательно езжайте в Актонг. Вот. А сюда уже, если останется время. Судя по табличкам, здесь еще располагается мини-зоопарк. Но пока мы шли, видели только куриц. Не правда ли? Да, там была целая ферма куриц. Помимо этого, они еще бегают по всей территории, кричат. Ну, может быть, поэтому он и мини. Никто вам жираф и слонов здесь не обещал. Сейчас мы возвращаемся в самую красивую, на наш взгляд, локацию. Это, конечно, бассейн, где я надеюсь полетать еще на дроне. Бассейн практически инфинити, с видом на море, на соседние острова. И вот такое вот развлечение здесь еще есть в виде горки. Бассейн — это действительно то, ради чего стоит приезжать в этот отель, потому что он великолепен, и вода приятная, она не холодная, она не сильно жаркая, но такая тепленькая. Солнышко уже садится, а это значит, что нам пора ехать на ужин, друзья. Все точки на все локации, где мы сегодня были, мы оставляем, как всегда, в описании. Поэтому пользуйтесь, мы будем только рады. Мы вернулись в Санта-Фе на улицу Павлов, выбираем себе ресторанчик, где будем ужинать. В общем, поступили очень просто. Мы открыли TripAdvisor, увидели, что здесь есть кафе, которое занимает 3-ю строчку, и решили здесь остановиться. Удивительно, это местное кафе, но меню очень разнообразное, потому что есть блюда из курицы, из морепродуктов, из говядины. Поэтому заказали некоторые блюда, сейчас их ждем, а место потихонечку заполняется, потому что время самое такое пиковое.
Мы заказали 2 закуски, одна из них это гребешки. Здесь их называют эскалопы. Они приготовлены в масличке и с сыром. Очень вкусно, мягкие, свежие. Помимо гребешков, мне еще нравится вот этот чесночно-масляный соус. Эти гребешки, конечно, гораздо лучше, чем те, которые мы до этого на Малопаскуа на острове пробовали. Там они были, ну, тоже нормальные, но здесь они прям вкусные. На гриле, а здесь Да, спеченные, конечно, это другое дело. надо сказать, что это прям свежак, то есть только сегодня поймали. Вторая наша закуска – это креветки. И, кстати, перед тем, как подать блюдо, нас спросили, вам очищенные креветки или не очищенные. Мы любим, когда они очищенные. Похож соус, который был у гребешков, но креветки – это топ. Из креветок нам уже принесли наши основные блюда. Смотрите, давайте сразу их покажу вам. Здесь у нас местная чикен карри мадрас. Мадрас – это индийская специя. Подается с питой. Ну, а также... Они называют это sizzling steak. То есть, из говядины. да, то есть это порезанный говяжий стейк и с картошечкой пюре, что немаловажно, с овощами и в сливочном соусе. Сейчас мы пробуем говядину в сливочном соусе с картошечкой пюре. Очень картошку так слушать, потому что во многих ресторанах делают просто картошку фри или запеченную картошку. Или, как всегда, рис. Да, попробуем. Мясо в сливочном соусе, лучко, грибами. Не похож на бефстроганов, совершенно другой вкус, потому что такой более немного перечный, да? Да, ну, Но сливочно-грибной соус, скорее, да? Теперь пробуем местное карри. Для начала просто соус. Причем можно заказать либо с питой, либо с рисом, как вам больше нравится. Да, а еще можно заказать острый или не острый. Мы заказали острый, сказали спайси, потому что мы любим острые. Ну и как тебе по остроте? По остроте пока не очень остро, то есть, знаешь, терпимо. Умеренно? Но это обалденно. Еда, конечно, просто топ. Это еще, знаешь, нам повезло, что мы пришли сюда с тобой в 6 часов вечера, потому что потом бы вот мы стояли, как те грустные люди. Даже вот люди стоят. Да. Еще один замечательный день на острове Пантаян. Мы даже сегодня думали, что жаль, что мы остановились всего лишь на несколько дней, можно было здесь остановиться на недельку, может даже чуть подольше, потому что отдых здесь прекрасный. Прекрасный отдых, прекрасная еда, друзья, поэтому ставьте лайк этому видео, это помогает нам, пишите комментарии для продвижения нашего видео, задавайте ваши вопросы и До новых встреч! Пока-пока!